Доброе время суток. Сегодня еще одно видео с шедевральной, я считаю, комбинацией от Льва Марата в партии белыми играл Владимир Чайковский. Это вторая партия микроматча. Ну вот смотрите, как была проведена эта комбинация. Фе5 бьет на F6. Далее мы посмотрим. Я хочу всю партию здесь посмотреть. Смотрите, шедевр, просто шедевр. Ед6. Ну, в партии, конечно, такое сложно встретить, но просто шедевр. Вот видите, супер комбинация от Льва Марата. И давайте вот посмотрим, как развивалась партия. D3, здесь дальше GH. Но вот здесь вот я думаю, что надо было на F2, конечно, бить. Потому что на F4 все-таки получается достаточно скованно здесь. Скованные шашки. И позиция вот я здесь считаю, что уже просто похуже. ED6. CD2, ну вот если EF, то FE в случае позиции, видите, ни колонок, ничего нету. Допустим, если GF, ну GF вообще не смотрится. Почему? Потому что все-таки оголяют сильно фланг, то есть вот эти вот моменты. То есть, видите, если играть, то вообще плохая позиция, то есть просто, желательно эти позиции не играть. CD2 было, CB6. Ну вот GF2. Опять, если GF2 ходить, ну здесь, конечно, надо ходить, я думаю, на C7. Ну и вот играть эту позицию. Но здесь давайте вот как раз я хочу еще уделить внимание вот этой вот позиции. Посмотрим интересные варианты. DC5. Может здесь все не безошибочно, но вот посмотрите варианты. То, что я чуть-чуть вот анализировал, то есть интересно, я считаю, что варианты. И EF2. EF2, то есть хотим вот такую вот идею провести. CB4 отдаем шашку и DE7. Но мысль какая здесь? На BA3 провести комбинацию вот эту. Я напоминаю, что вот это все варианты не обязательно, это просто мои такие сумасшедшие фантазии в варианте. Ну, я хочу, чтобы вот чуть получить еще дополнительное, можно сказать, наслаждение. Хотя туда, конечно, получил очень сильное наслаждение. То есть фантастика в практической игре. Просто супер. И вот давайте посмотрим. EF2. Отдали и CD6. И вот здесь BA3. И вот, кстати, интересно, если было. Но DE5, вот эта вот идея, она не проходит, потому что здесь вот получается на E1 бьем. Так, что я хотел еще здесь показать. Ну, здесь все совсем интересно. Было бы CB4. Вот очень интересная игра здесь. BA3. То есть, если ходить сюда, то... Ну вот, смотрите, интереснейшая позиция, и темпа нету, да? Получается, нету темпа. Ну, интересно, было бы супер вот такую позицию, конечно, получить. Получить в игре было бы очень интересно. То есть, вот эти вот позиции были. А здесь BA3, и вот могла тоже интереснейшая вот эта вот позиция возникнуть. Почему на DE5 уже нужно проводить вот этот удар? Ну, там вариации есть, потому что на B2 CD6, вот видите, без шашки, ну, что получается, то есть, вот позиция получается. Видите, очень все интересно могло быть. То есть, ну, вот, могла получиться такая позиция, здесь ловит, ну, вот, такая острая очень позиция получилась бы. Но здесь сколько? Без 3 шашек играют белые. Не знаю, чем бы закончилась эта
эта партия, но так, я думаю, бы не играли. Это у меня тут сумасшедшая фантазия. Давайте посмотрим, что было по партии. Fe7. Кстати, был интересный ход вот здесь, вот ED6. Наверное, вот здесь вот я думаю, что ED6 выиграна была. Но уже задумал он, видно, комбинацию. Ну, я думаю, что вот выиграна была. Хотя здесь надо было еще, ну, помучиться надо было, но я думаю, что все-таки позиция выиграна. Хотя, ну, помучиться надо было, и я здесь думаю, что все-таки он уже заметил этот удар и вот эти супер идеи. BC7, EF2. Ну, вот здесь вот если BC5, то FE. Тоже вот это выиграна позиция, я думаю. Точнее сказать, не думаю, она выиграна. То есть. И далее Fe5, вот он удар был на F6. Если не бить здесь, на это поле, то вот получается выигрыш такой на BC5, элементарно же F6. То есть вот видите, идея на этот ход стоит просто. Простая идея получается. И если b3, тоже же F6. То есть на нападение стоит вот это HG7 и вот эта вот мысль. Ну, еще раз давайте насладимся этой комбинацией. Вот она, какая шедевр. Вот видите, супер шедевральная комбинация. Итак, вот таким образом Лев Марат выиграл Владимира Чайковского. И на этом мы сегодня заканчиваем. И много еще интересных есть много интересных партий. И, надеюсь, продолжим обзор чемпионата Республики Беларусь, напоминаю, который сейчас проходит в Минске по шашкам 64.